Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии почти каждый месяц вскрывают банковские сейфы, а люди теряют то, что считали самым защищенным. Сейчас в одном из городов под Бременом ночью проникли в хранилище и забрали содержимое ячеек. Полиция ищет свидетелей, и черный автомобиль Фридрих Мерц потребовал жестче защищать банки. При этом недавно даже Урсула фон дер Ляйен говорила о координации таких дел на уровне Европейского Союза, потому что это уже не выглядит как единичный случай. И это еще не все. Сегодня в Германии снова всплыла проблема минимальной зарплаты. По документам ставка есть, а по факту многие получают меньше. Рабочие часы пропадают, дорога не считается, переработки не платят. Люди работают полный день и все равно не понимают, почему денег не хватает. И напоследок, это атомная энергетика. В Германии предлагают вернуть закрытые реакторы, потому что электричество остается слишком дорогим. Бизнес говорит о рабочих местах и промышленности, а противники о законе и рисках. Германия снова спорит, куда идти дальше с дорогой энергией. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Штуре, недалеко от Бремена, в пятницу вечером неизвестные проникли в подвал и вскрыли 14 клиентских сейфов. Полиция пока не сообщает, что именно было украдено, но просит всех, кто видел подозрительный черный автомобиль или странное движение возле банка, обратиться с информацией. Полиция говорит, что без свидетелей расследование продвигается очень медленно. Такие случаи в Германии в последнее время происходят все чаще. Я недавно вам рассказывал, что в декабре 2025 года в Гезенкирхене через пролом в хранилище вскрыли тысячи сейфов и забрали деньги и ценности. Тогда расследование продвигалось только после того, как соседи, владельцы камер, предоставили записи с улиц и парковок. 68-летний Вальтер рассказал полиции, что за час до происшествия видел черный фургон у банка, и эта деталь помогла сузить круг подозреваемых. Канцлер Фридрих Мерц сегодня требует усилить охрану банков и увеличить ресурсы полиции, подчеркивая, что современные преступники действуют быстро и используют любые лазейки. Кстати, Урсула фон дер Ляйен еще в прошлом году продвигала координацию между службами стран Европейского Союза и цифровизацию обмена данными, чтобы пресечь трансграничные операции преступников. Но мы с вами видим, что пока конкретно последствия ощущают сами жители. 72-летний Эрвин из Гамбурга арендовал сейф, где хранил семейные ценности, и теперь он вместе с соседями следит за объявлениями полиции, пытаясь понять, вернется ли хотя бы часть имущества. Сейчас ситуация показывает, что нужны любые зацепки. Каждая деталь, сигнал или запись с камеры могут стать решающими в раскрытии преступления. Пока следствие продолжается, полиция просит всех, кто видел странное поведение или подозрительный автомобиль в пятницу вечером, связаться со следствием. Следующая новость одна из самых важных. Сегодня в Германии снова всплыла проблема минимальной зарплаты. Казалось бы, часовая ставка официально повышена, закон действует по всей стране, но проверки показывают, что тысячи работодателей продолжают платить меньше установленного уровня. Финансовая служба, которая контролирует выплаты, в прошлом году проверила почти 26 тысяч компаний. И в них в 6121 случае были начаты дела о нарушениях. То есть почти каждая четвертая проверка выявила проблемы. Это говорит о том, что вопрос в Германии далеко не единичный. Я напомню вам, что сейчас минимальная ставка в Германии составляет 13,90 евро в час. Для человека, который работает полный день, это основа его ежемесячного бюджета, например, аренда, продукты, страховка, транспорт. Если работодатель занижает планку хотя бы на 1-2 евро в час, в конце месяца разница, конечно же, уже ощутимая. Приведу пример из жизни. 42-летний Арнольд работает на кухне в небольшом ресторане в Северном Рейне-Вестфалии. По договору у него 40 часов в неделю, но фактически он часто остается дольше, закрытие смены, уборка, разгрузка товаров. Эти часы не всегда фиксируются, в итоге зарплата приходит ниже ожидаемой, то есть вроде бы ставка соблюдена, но оплачены не все часы. Еще один пример. 29-летняя Алина работает в клининговой компании в Гессене. Рабочий день начинается рано утром, объекты разбросаны по городу, время на дорогу между объектами не оплачивается. В расчете на месяц получается, что фактическая почасовая оплата выходит ниже минимальной. Работодатель ссылается на особенности договора. Но чаще всего нарушения фиксируются в гостиничном и ресторанном бизнесе, строительстве, транспортных компаниях, службах такси и охраны. Именно там, где много сменной работы, почасовой оплаты и временных контрактов. По оценкам политиков и профсоюзов, до 2,5 миллионов работников в Германии сегодня могут недополучать установленный минимум. Это означает, что проблема касается значительной части рынка труда. Если сегодня такая ситуация сохранится, это приведет к еще большему давлению на социальную систему.
потому что такие люди с полной занятостью все равно вынуждены обращаться за доплатами от государства, а это уже нагрузка на бюджеты земель и муниципалитетов. И, внимание, я напомню, что минимальная ставка будет расти и дальше, но мы с вами видим из-за результатов этих проверок, что без усиления контроля сам по себе рост цифр в законе не гарантирует, что работник получит эти деньги на счет. Таким образом, закон есть, ставка тоже определена, проверки регулярно проводятся, но на практике многие работники продолжают сталкиваться с тем, что получают меньше, чем им положено. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии снова обсуждают атомную энергию. Предприниматель из Дюссельдорфа предложил вернуть в работу старые атомные электростанции, которые были окончательно остановлены весной 2023 года. Речь идет о нескольких реакторах, в том числе станциях в Брокдорфе, Гронте и Заря-2 в Нижней Баварии. После закрытия на этих объектах уже начались работы по демонтажу. Тем не менее, бизнесмен считает, что станции еще можно восстановить и снова подключить к сети. Почему вообще возникла такая инициатива? Да потому что цена на электричество в Германии, вы знаете, остается высокой. Я хочу вам напомнить, что сегодня домохозяйство, то есть мы с вами, платим в среднем около 38 центов за киловатт-час. Для семьи с потреблением 4000 киловатт-часов в год это примерно 1500 евро только за электроэнергию. Именно поэтому предприниматель предлагает новую модель, то есть с участием государства и частных инвесторов. По его расчетам, восстановление одного реактора может стоить от 1 до нескольких миллиардов евро. И это меньше, чем строительство новой атомной станции, которая оценивается более чем в 10 миллиардов. Я хочу привести пример. Небольшое промышленное предприятие в северном Рейне-Вестфалии с годовым потреблением 2 миллиона киловатт-часов при текущих тарифах тратит сотни тысяч евро только на электричество. Для таких компаний стабильная и более дешевая энергия означает сохранение рабочих мест. Но также хочу поставить вас в известность, что есть и серьезные препятствия. После остановки реакторов лицензии были аннулированы. Часть оборудования уже демонтирована, специалисты переведены на другие проекты. Чтобы вернуть станцию в работу, потребуется новая процедура допуска, повторная проверка безопасности и годы подготовки. Кроме того, напомню, что в Германии и действует закон об отказе от атомной энергии. Без изменения этого закона ни один реактор запустить невозможно. То есть, по сути, речь идет о развороте всей энергетической политики Германии. На этом пока все. Спасибо за просмотр.